Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку легендарный, всемирно известный немецкий пирог Baumkuchen, или в дословном переводе на русский пирог дерева или деревянный пирог. Называется он не просто из-за того, что его разрез похож на срез дерева, а именно из-за того, что изначально он печется на таком деревянном вертеле, и сбоку всегда пылает огонь, который поддерживается дровами от дерева, поэтому он называется Baumkuchen. Здесь в видео мы, конечно же, будем готовить в обычной духовке. Я покажу вам самую роскошную версию, как это приготовить в духовке. Это самый необычный пирог, то есть выпечка его идет совершенно необычным образом, поэтому в Германии он называется король всех пирогов. Сегодня я покажу бомбически вкусный вам просто рецепт от Baumkuchen, так как я очень давно уже живу в Германии, на родине моих предков. Естественно, я живу в реальности этих немецких рецептов, прекрасно их знаю, все их пеку. И поэтому хочу с вами, конечно же, поделиться, так сказать, из первоисточника. Буду подробно все рассказывать, объяснять. Пирог этот изумительно вкусный. Я расскажу все нюансы, особенно для новичков, на что нужно обратить внимание. Это на разрезе, может быть, кому-то покажется похоже, что это медовик, но это абсолютно не медовик. Это абсолютно не молочная девочка. То есть это самобытный очень на вкус пирог, десерт, который готовится в Германии к Рождеству чаще всего. И Baumkuchen – это один из моих самых любимых видов десерта. Покажу, как его приготовить реально роскошный. Итак, Baumkuchen готовится вообще очень необычным образом, поэтому нам в идеале понадобится вот такой поворотный столик для тортов, желательно металлический. Подложка такая силиконовая. Форма у меня здесь будет 26 сантиметров в диаметре. Покупалась она как 26 сантиметров, но внутренняя ее диаметр 24 сантиметра. Это всегда так. Итак, смешиваю сначала все сухие ингредиенты. 225 грамм муки, 150 грамм кукурузного крахмала и 3 чайные ложки разрыхлителя, не больше, пожалуйста. Туда же я добавляю на кончике ножа мускатного ореха, на кончике ножа кардамона и на кончике ножа корицы. Всю сухую смесь перемешиваю, отставляю пока что в сторону. Также здесь у меня марципан, 150 грамм марципановой массы мне понадобится. Кто не знает, как его сделать, у меня есть подробнейшее видео, за 5 минут он делается дома, марципан. 54% миндаля здесь в марципане. Добавляю туда 60 мл рома, можете коньяк добавлять. Все это просто на умеренном огне. Сейчас довожу до вот такой мягкой массы. Просто не завариваю здесь ничего ни в коем случае, просто чтобы все это размягчилось и объединилось. Сразу отвечая на вопрос в комментариях, для безалкогольной версии вы можете брать 60 мл апельсинового сока. Добавляю туда 1 мл апельсинового ароматизатора и 1 мл ромового ароматизатора. Если у вас нет апельсинового ароматизатора, добавляйте цедру апельсина. Но ромовый ароматизатор нужно добавлять даже в безалкогольную версию. Baumkuchen настоящий роскошный, он должен иметь аромат рома, апельсина и специй. Здесь нам понадобится 9 яиц среднего размера. На этот вот весь пирог, который я буду делать, высокий. Я все буду сейчас рассказывать вам в процессе видео. Я их разделяю обязательно на желтки и белки. Вот Baumkuchen он готовится, чтобы он был сочный, чтобы он был в то же время очень нежный. Разделяем обязательно яйца. Это даже если вы будете это все готовить в планетарном миксере. Все равно нужно разделять. 375 грамм масла сливочного размягченного. И от общего количества 300 грамм сахара я добавляю примерно половину в массу и взбиваю сейчас масло с сахаром примерно 3 минуты. И добавляю туда сейчас все желтки к масляной смеси. Все это я просто прорабатываю миксером, но взбиваю еще, может быть, здесь минуту, чтобы все это объединилось. Долго я здесь уже не взбиваю. Всю марципаново-ромовую массу я добавляю сейчас в масляную смесь. Все это я просто перемешиваю, ничего тоже долго взбивать не нужно. Марципан нужен обязательно в этом рецепте, ничем его заменять не нужно. Ссылку, как сделать марципан, я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. 54% миндаля здесь должно быть в этом марципане. Это обязательно не 30 никакие, а именно 50 хотя бы. Марципан в домашних условиях из миндаля делается буквально за 5 минут. Это очень просто и очень быстро. Сейчас все сухие ингредиенты я просеиваю в эту масляную смесь.
Все сухие ингредиенты с масляной смесью я буду перемешивать просто миксером. Ничего лопаткой здесь вмешивать не нужно. Просто до полного объединения всех этих масс. Такое тяжелое тесто у нас получится. Это нормально, это так и должно быть. Здесь очень важно со дна и со стеночек посуды собрать все лопаткой, чтобы не осталось никаких непромешанных остатков. И сейчас я взбиваю 9 белков. К 9 белкам я добавляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара, взбиваю до состояния пены и добавляю туда оставшийся сахар, то есть примерно 150 грамм. То есть у нас общее количество сахара на этот рецепт идет 300 грамм, ну половину примерно в желтки добавили, оставшуюся половину в белки. Взбивала примерно 5 минут. Не нужно взбивать до состояния губки белки. Вот это очень важно. Они должны быть так немножко еще подрагивающие пики у них. И все это я вмешиваю сейчас лопаткой вот в эту тяжелую масляную смесь. Немножко, конечно, эти белки осядут. Это нормально. Это ничего страшного, потому что вот эта масса очень тяжелая. И это не бисквит ни в коем случае. Духовка у меня уже заранее разогрета на 200 градусов Цельсия. Я сейчас беру свою форму и выкладываю на нее 4 ложки теста столовых. Вы можете выкладывать 3 ложки. Здесь я делала для видео, чтобы был такой ровный разрез, но вообще можно делать и 3 ложки, чтобы вот эти слои были тоньше. Первый слой теста я разравниваю и убираю сейчас выпекаться в заранее разогретую духовку. Всю температуру я сейчас расскажу в процессе видео, потому что на одном корже здесь не расскажешь. Баумкухен в духовке выпекается так. Один корж отпекается 5 минут, достаем из духовки форму и наносим на него уже новое сырое тесто, новую порцию теста. И опять ставим на 5 минут выпекаться. Итак, первый корж у меня испекся. Сейчас на очень горячий корж я наношу следующую порцию теста, то есть опять 4 столовые ложки выкладываю. И так я буду делать 6 слоев подряд. Сейчас буду рассказывать подробно про температуру выпечки. То есть каждый корж я пеку при температуре 200 градусов Цельсия на режиме только верхний нагрев, без нижнего. У меня 5 уровней для противня в духовке. Я пеку из 5 на втором уровне сверху. И вот сейчас все 6 коржей я выпеку вот таким образом. Так как у меня 4 ложки здесь теста я наношу, я пеку 5 минут. Если вы будете наносить 3 ложки теста на каждый корж, тогда уже понадобится, возможно, 3-4 минуты вот так выпекать. Кто-то печет это на функции гриль, кто-то печет это с конвекцией в своей духовке. И это очень индивидуально. Вообще к Баумкухен, к нему нужно приспособиться. Он печется даже проще, чем молочная девочка. Конечно, форма это очень горячая. Еще на очень горячий пирог мы наносим новое тесто. И теперь внимание, очень внимательно меня послушайте. Если вы ни разу не пекли в своей жизни Баумкухен, я вам советую печь сначала вот 26 см в диаметре на 6 коржей. То есть, чтобы он у вас уже 100% и пропекся, и не был слишком сухим в обратном случае. То есть, Баумкухен, он должен быть идеальным. Я имею огромный опыт, поэтому я вам здесь показываю вот такой высокий Баумкухен. На 10 коржей я вам советую в первый раз, если вы печете или у вас очень мало опыта, если вы не можете приспособиться к своей духовке, испечь сначала Баумкухен невысокий на 6 коржей. И посмотреть, какая температура нужна именно в вашей, индивидуально вашей духовке. Вот это очень важно. Либо же дважды пеките в 2 разных формах, а потом соедините, и будет у вас 12 коржей. И 2 раза разное тесто замешивайте, если вы хотите высокий Баумкухен. Но для первого раза я настоятельно вам советую испечь на 6 коржей, чтобы у вас и не был он сухим, и чтобы в другую сторону он пропекся. То есть здесь 2 крайности могут быть в Баумкухен. Я вам показываю идеальный рецепт, как он должен быть. Вот когда мы домашний Баумкухен печем, это со вкусом вот этих конфет Баумкухен, которые кто в Германии живет, мы привыкли покупать в магазине. И вот так у меня сейчас уже испекся 6-й корж. Вы видите, он уже начал немножко коричневеть. Поэтому я начинаю уже с 7-го коржа. В моей духовке я уже имею огромный опыт. Я выпекаю при температуре теперь 190 градусов не на 2-м уровне сверху, а на среднем уровне из 5. То есть на 3-м уровне сверху я выпекаю, также с верхним нагревом. И пеку также 5 минут. Вот это очень важно, чтобы все коржи уже идеально пропеклись. Если очень тонко наносить тесто, есть другая крайность, что Баумкухен будет суховат. Это тоже нам не нужно. Поэтому я показываю вот такую оптимальную версию. Итак, все
10 коржей у меня испеклись. Я дала ему полностью остыть сейчас в форме. Когда он у меня вот так уже отделился от формы, я его извлекаю из формы. Вот эти боковинки я подчистила ножом. Вот такие они идеальные получаются. Перевернула его теперь дном вверх. Это будет у меня верхом моего пирога. И сейчас я уже полностью остывший пирог поливаю горячим абрикосовым джемом. Джема абрикосового у меня здесь 120 грамм. Это как раз вот то количество, которое идеально распределится по всему пирогу и по боковинам. Обязательно я советую использовать абрикосовый джем. Вообще здесь я вам показываю просто для видео, такой высокий, но чаще всего баумкухен я делаю в виде конфет. Делается также тесто. На 5 коржей обычно я делаю на противень. У меня уже свой стандарт этого противня. Когда он испечется быстро, я его просто нарезаю на такие треугольные конфетки, как мы это привыкли покупать в Германии. Всегда покрываю или абрикосовым, или апельсиновым джемом. Очень советую так делать. Покрываю молочным или темным шоколадом, и все, прекраснейший десерт готов. Со вкусом именно вот этого же роскошного баумкухен, который мы сейчас готовим. Теперь из марципана я делаю быстрые грибочки. Буквально здесь за пару минут, просто для декора. Вы можете этого не делать, это я просто показываю для этого именно как бы торта, баумкухен, который мы сейчас готовим, чтобы это красиво подать на праздничный стол. Сейчас каждый гриб, вот эту шляпку гриба я обваливаю просто в какао. Немножко ножку гриба, также какао здесь декорирую, и все, грибы готовы. Из марципана вообще очень быстро получаются вот такие незатейливые фигурки, грибочки, цветочки, шишки, может быть. И кто, допустим, постится или веган в семье и не ест вместе со всеми десерты, вот эти марципановые грибочки, они очень вкусные, и это полностью веганский постный десерт. Итак, грибочки у меня в принципе все готовы, то есть это реальный такой декор, который готовится за пару минут. Очень советую, очень выручает. На водяной бане я растопила 200 грамм темного шоколада. На самом деле мне понадобится только половина. В рецепте я напишу 100 грамм темного шоколада, скажем так, для имитации коры дерева. Сейчас в декоре. Это все для декора делается. Сворачиваю вот так вот трубочкой и убираю сейчас в морозилку минут на 20, чтобы все это у меня уже застыло. Это у меня будет кора у дерева, которое я буду декорировать. Убираю в морозилку. Итак, пирог у меня охладился. Я его ставила в холодильник примерно на полчаса. Вот этот джем абрикосовый идеально застыл. На водяной бане я растопила 100 грамм молочного шоколада и 100 грамм сливочного масла. И покрываю теперь примерно 2/3 этой массы я выливаю на пирог. 1/3 этой массы нам обязательно сейчас понадобится потом для декора именно боковины этого пирога. И с помощью силиконовой кисточки я делаю вот такой вот декор. Как бы как срез дерева, чтобы это получалось. В выпечке баумкухен самое главное приспособиться к своей духовке. Поэтому то, что я вам озвучила по поводу моей духовки, что я выпекаю только на верхнем нагреве, и вот такие-то минуты, и столько-то я выпекаю. Первые коржи, потом с 7-го коржа я на 190 градусов выпекаю. Это все очень-очень индивидуально. Поэтому, если вы ни разу в своей жизни не пекли еще баумкухен, я вам советую испечь на 6 коржей. Попробуйте сначала на маленькую порцию, чтобы вам не разочароваться, потому что у меня огромнейший просто опыт уже в этом. Баумкухен, к нему просто нужно привыкнуть, и вы потом полюбите его. Сейчас моя так называемая кора уже охладилась в холодильнике. При помощи остатков вот этого ганаша, шоколада и масла, я наношу вот так кисточкой силиконовой, опять же, прохожу боковину и приклеиваю, так сказать, на этот ганаш вот эту кору. Это делается все элементарно, просто и быстро. И сейчас, чтобы придать уже такой естественный вид этой коре, я этим же ганашем, опять же, сверху наношу уже вот на эти кусочки шоколада, скажем так, темного, прохожусь силиконовой кисточкой, чтобы придать вот этим ганашам такую уже как бы текстуру этой коре. Слегка боковину сейчас посыпаю какао. Выставляю грибочки, которые я приготовила из марципана. Слегка декорирую нарубленными фисташками, кокосовой стружкой и сахарной пудрой. И, в принципе, мой баумкухен, он готов. И это, конечно же, рождественская выпечка. Очень роскошная. Кто живет в Германии, знает прекрасно его превосходнейший вкус. Обязательно апельсин туда добавляйте. Или цедру, или ароматизатор. И обязательно ароматизатор рома. Даже если вы будете печь еще и с ромом или с коньяком, обязательно еще и ароматизатор добавлять. У вас будет роскошнейший баумкухен. Сначала прорезаем ножом шоколадный слой, чтобы он потом не тянулся уже в сам баумкухен. И потом прорезаю уже
сам кухон, то есть сам пирог. Вот такой шикарный разрез у нас получается, все слои видны. Вот этот баумкухен получается роскошнейшим и на вкус, и на вид. Вот так просто его можно задекорировать. Я надеюсь, что у всех все получится. Если вы захотите сделать высокий баумкухен, пеките, еще раз повторяю, 6 коржей в одной форме и 6 коржей в другой форме. И тогда уже их соедините просто вместе, тонюсеньким слоем абрикосового джема, и у вас все прекрасно получится. И тогда у вас будет высокий уже на 12 коржей баумкухен, но уже и не сухой, и пропеченный с другой стороны. То есть здесь главное поймать вот эту золотую середину в баумкухен. Пропорции на 6 коржей для теста я вам оставлю в описании к данному видео.